Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Elden Ring. В общем, получилось у меня завалить этого Магрит, по-моему, что-то такое. Ну, мужик такой, на Скорпиона похож. С хвостом там, посохом бьется. Ну, завалил я его случайно практически, призвав солдатов вместо волков. Ну и там чуть-чуть уровень качал. Но это, к сожалению, было вне стрима. Уж очень было интересно, как же его завалить. Но, тем не менее, это получилось, и прошел я немного дальше. В замок, вглубь. Начал подниматься наверх. Ну, и, собственно, продолжил. Я уже тут успел свалиться и оставить душу. Так, ну, погнали, нам сюда. Ну, это прям очень все дело, очень похоже на Анор Лондон. Ну, или Иритил с третьей части. Кому как удобно. Птички. Вот эти птички, они бешеные. Они бомбы швыряют еще. Готов. Давай второй. Вот а сидит прям на бочке с порохом и ждет, когда я подойду. Вот их две. Первая. Вторая. По-прежнему камера переключается странно с одной цели на другую. Это немного мешает. Но в принципе уже более-менее привычно. Игра-то довольно-таки большая, так что я думаю, я уже привык. Нежели тут бороться с этим всем делом, потому что пробовал в трех, ну тут всего 3 настройки по этому поводу. Вот. Отключить там, включить автоприцел, ну в общем, что так, проблемы это не исправляет. Здорово просто. Ну там птица бешеная. Бомбы кидает. У нее еще к ногам по мачете привязан. Ну, как обычно, это идзаковские того самого. Так, ну Андрей тут... Тихонов. Здорово. Здорово, Андрюх. Я тут прям как руфер сейчас буду по крысам шакалить. Ну, кажется, сюда. Вне стрима получилось у меня заколбасить дракона. Потом вот этого Магрита. Что еще? Мужика на коне черного. Какую-то пещеру с волками. Не помню, что еще. Что-то кого-то еще убил. Из босса. Ну, они такие. Мини-боссы в основном. Я так понимаю, Магрит был сюжетным. Раз кат-сцену показали. Ну, с драконом пришлось пободаться. Часик, наверное, я с ним посидел. Не медир, конечно, но дал просраться местами. На коня вскочил и дал ему по щам, короче. Вот опять проблема с этими целями. Тихо, можно. Аккуратненько себя ведем. Андрей Тихонов. Тут запришься, тут прыгать. Ну, главное то, что фишка с прыжками есть. То есть не надо там вовремя прожимать еще раз пробел. Тырок, а? Он так не даст от него отойти. Я вроде пролечился. Запарился, прыгает. Ну, короче, пока я вот в ту сторону пока сходил. Там, где такой семирукий пятихуй бегает внизу. Там я и подох. Я не знаю, там он вообще туман какой. Не знаю. Андрей Тихонов. Такие моды пойдут по ЗДЦ. Наваливают, мать моя, а я ваншотный. Ну, потому что ты в тряпках бегаешь.
тебе вообще сближаться не вариант. Я посмотрел тут, как люди боссов проходят. Короче, как обычно, разницы никакой, за кого ты побаешь, тебе и так пизда, короче. Вон там это говно бегает. Он, кстати, в самом начале был. Он тебя по-любому убивает. Но это, то есть, взято с этой какого? С первой части, когда ты появляешься, демон там, ну, убегаешь от этого демона, а потом ты опять возвращаешься таки к этому демону Андрей Тихонов. и Быстрые. его убиваешь. Какие там мобы быстрые? Я вот тут в подземелье зашел. Сейчас тебе скажу, где. Ты говоришь, карта маленькая. Сейчас я тебе покажу. Вот тут вот спуск. Речной источник Сиофра. Вот тут вот два мишки, короче, размером с дом бегают. Сначала, главное, одного валишь, потом второй на тебя неожиданно прыгает, и ты понимаешь, что тебе пиздец. Вот. Короче, вот здесь вот спуск, и там, в этом спуске, еще одна такая же карта, ну, фактически. Я там побегал, короче, там мобы довольно-таки сильные, но они медлительные некоторые. Там крабы ползают и все такое. Ну там, короче говоря, подземный мир. Надо спускаться минуты 2, наверное, только на лифте. В общем, все весело. Ну, не зря они обещали вот эту вот Elden Ring, как будто 4 Dark Souls вместе, короче. Так что будем превознемогать, так сказать. Вот тут расчлененочки немножко. Андрей Тихонов. Эту лаку я прошел внизу, а мишкете шлак. Вот есть по ПЦ. Ну, мобы-то, естественно, они тебе будут увеличиваться. Вчера он смотрел, как один чувак с этим, как его, бодался. Из центра-то вызывать. Так, аккуратно. Все равно чуть-чуть игра подлагивает. Бля, сейчас, если душу не заберу... Да отвали ты нахер, сука рваная. Стрей, хилься. Блять. Еблана. Я нихуя не вижу, куда отходить. Давай-ка мы его тут ногой. Ну его стебать надо. Заколбасил, чисто на мужика его. Да, злой дядька. Но я в прошлый раз тут тоже души похерил. Бегал. Вот, пожалуйста, 2400 ухайдоком просто. Ну, я уже бывал и по 12 просирал, так что не страшно, короче. Вероятно, тайная тропа. Какие тайная тропа? А ну, пиздите. Ну, я тоже так думаю. По-моему, если я не ошибаюсь, тут вообще тайных троп нет. Не знаю, я что-то не могу вспомнить, чтобы я что-то встречал. Вуаль ложности. Давай посмотрим, что это. Позволяет слиться с окружением, тратить очки концентрации. А, ну Андрей понятно, Тихонов. нычка. Пока что у меня где минус. То 300к плюс. Проебал. 300 косарей, прям серьезно. Ну, я смотрю, тут особо за этих не обижают, за боссов нормально наваливают. Десятку там, ну, за таких не очень сложных, но десятка почему бы. Но я прям с тем мечом и бегаю, пока ничего хорошего не давали. Вообще как-то с оружием, по-моему, пока что тяжеловато. Вот какое было оружие в начале, с тем и ношусь. Только подкачал его плюс 4, по-моему. Как-то так. Пока достаточно. Бля, я не знаю, на Каракатисе ли стоит переться с 2 флягами. Он, наверное, бешеный вообще.
Так, давай мы сначала этих гавриков. Вот Сэм. Ну, это вот прям типичный такой Dark Souls по локации. Прям вот обычный. Третий, второй, кому как удобно. Давай, вот тут мы все возьмем, что-то валяется. Вкусное. Изысканное мясо. Ну, это изысканное мясо, оно, короче Андрей говоря, Тихонов. маленько Не что-то стоит, прибавляет. лучше пробеги. Он в дверь не пролазит. Вон что, да? Я понимаю, что он дикий. У меня всего 2 фляги. Можно было бы с ним пободаться, конечно, в милишке, но, блядь. По-моему, он меня заковыряет тут. Ну давай на жирного его возьмем. Где он? Эй, петушара. Иди сюда. Эй, блядь, я тут сам застрял в дверях. Давай, где ты? Не хочет. Да он тут, блядь, в столбах-то запутался. Хули столько ног, я тоже забыл какой. С какой начать ходить. Ну. Андрей Тихонов. Я в этом замке заблудился. Чё, куда, кого хер пойми. Ну он, да, он этот такой. Видно, что он большой. Ну пока просто по коридору ведут. Я вот что-то так и не разобрался вот с этим кастом заклинания срочное лечение. Хуй знает, я его купил, поставил, но оно не алё. Я не знаю, в чем дело. То ли у меня ячеек не хватает, то ли еще чего. Бля, и пацанов не призывать. Я вот с этими пацанами Магрита расковырял. У них жира побольше, чем у этого, чем у волков. И лук себе еще купил. Где он тут? А, ну да, я его убрал. Только лук ставишь, он перекатываться начинает сложно. Тяжело им. Тяжеленький, короче. А, ну вот эти когти Росомахи стандартные для Dark Souls дали. Ну, такое себе. Они как бы быстрые, но не прокачанные. О, потихоньку, помаленьку, но подбирался. Блять, и через текстуры бьет. А ты смотри, какая гнида. Андрей Тихонов. Я хозяин. Не лечился заклинанием. МБ-талисман нужно в руки взять. Ну да, я хотел на него лететь. С 2 флягами. Он вот что вытворяет. Бля, я его еще попробую удар треснуть. Там поближе подойдет. Я ему в щит долбанул. Его ли с лука надо? Да, блядь, и стрел нет. Как стрелами нет. Так, вот эти вот мне дали. Это для болтов. У меня нету арбалета. У меня только 10 стрел таких. Причем я, по-моему, даже не встречал, чтобы стрелы продавали. Хуй знает, давай стрелами накернем. Может, что получится. Вот такими. 61. Да, он жирный, по-моему. Опа. Ай, блин, ну его оглушило, короче. Бля, ну стрелами закупаться. Будет возможность, возьму. Пока в продаже не видать. Ха-ха, залуп. Ай, бля, я не знаю, что с ним делать. Ну, он мне наваляет сразу же. Просто как ребенка расхерачить. Не он, так кто-нибудь следующий, потому что у меня фляг не останется.
сидит он тут, сачкует. Нихуя голубей. Деловой какой ферзь. А ну, у тебя на втором этаже просто. 10 штук. Бля, ну резонненько, конечно. Попробовать еще его поковырять. Ну тут пизда засада вообще. Я просто нос свой вытащу, блядь, и они меня толпой закидают стрелами, там у них что-то... Короче, у них там этот чуть ли не гаубица стоит. Их надо обходить как-то. Есть у меня еще парочку бомб, кстати. Да. Дожди применять. Снаряжением. Конь тут явно не понадобится. Кинжалами можно попробовать пошвыряться. Вариант. Главное просто его в живых не оставить. Вот пацанам, походу, придется все-таки идти потом. Ну, типа того. Здание тоже не работает. Что за хрень? Так, давай мы пока стрелами попользуемся, которые есть. А он тут атакует меня вообще. Я понимаю, что я, конечно, сливаю их просто так. Бля, как их менять-то? Прыжок. Нет. Та кнопка, которая поменять стрелу раньше была, она уже не работает. Но этим меньше будут стрелы. Я он там комбо замутил. Я же игру заглючил. Будем ждать, пока отпустит. Когда-то она подвисает не сильно, а когда-то прям вообще. Просто бахнемся. Оптимизация нужна. Ну, обещали в ближайших патчах, говорит, мы выпустим, все выпустим. И античит, короче говоря, отключим этот, ну, по крайней мере, его сделаем более оптимизированным. И оптимизацию на компе, типа, подгрузку кадров, короче. Пока они только с патчем первым ускорили, короче, загрузку. Что-то еще добавили, по-моему. Ну, короче, пока оптимизация говна. Так, это вышло. Можно убрать. Кинжаль поставим, что мы? А то у меня постоянно, кстати, у меня эти кинжалы, они у меня валяются. Я им никогда не пользуюсь. Вот, тут пятера. Даже пойдет. Бам, бам, бам. Тихо. Ну и сейчас остальные там докидают. Он подохнет. А, только выползет. Почему, блять? Ну. Да где ты там? Да главное, ему можно через текстуры меня лупить, а мне нет. Гандон. Так. Снарягом. Если что, потом будет возможность, мы этих ребят докупим.
свидания. Что там, 1000 дали за него? Да нормально. А ты говоришь, не лезь. Пригодится. Все полезно. Опа, мать. Конечно, с этим переключением. Секира Горс. Давай позырим, что там. Что за секира такая? Ага. Скалируется она от силы и от ловкости. Ну, по физухе она то же самое, главное. Только у меня чуть-чуть побольше. Плюсом идет какая-то там шляпа. Давай позырим. Как ей рубить. Но она даже не прокачанная, слушай. Давай как викинг с топором проверим. Прикольно, наверное, будет. Никогда, кстати, топоров не использовал. Откуда, дурачок? Странный чат. Кто-то упал там сверху. Так, я так понимаю, что этот гарнизон весь придется обходить просто стороной. И мы сейчас его по стелсу попробуем замочить. Потому что там человек 10, наверное, сидит, и просто все на этот, на взводе, короче. Ага, давай. О, слушай, как раз я эту штуку видел все. Блять. Взял, отъехал, а. А сейчас, короче, этот будет там, да? Ну, в принципе, если быстренько сюда забежать, забрать душу по дороге. Он же наверняка этот семирукий будет там. Так, ладно. Топор это, конечно, хорошо. Но... Давай, наверное, меч все-таки. Кстати, тут одного фантома заковырял. Мне дали вот такой кинжал. Но это для разбойников, конечно, оружие. Но оно довольно-таки быстро и много кровотечения может вызвать. Прямо аж 110 вынес. Прикольно. Только мне это, конечно... Ну, это не для меня, короче. Так, птички. На другую замочила. Орлы. Двинутые на всю башку. Там он тоже вот по прямой бежать вот возле этой башни, там птица сама себя убивает. Она просто швыряет. Ну, ей не пролететь. А где кинжал выдал? Кинжал... Сейчас я тебе покажу. Короче. Ну вот это вот самая первая локация. Вот сюда, если спуститься и отсюда прям идти, вот по этому ручейку, вот здесь будет пещера. До этой пещеры, вот между вот этой точкой, там прилетает фантом. Вот, он довольно-таки быстрый, кинжалом тебя рубит и все такое, но тебе на помощь прилетает другой фантом. В шляпе такой самурай здоровенный, вот, типа Кунлау, короче. Вот, он тебе помогает, и вы вдвоем мочите этого фантома. Потом то ли какая-то сайд-квест какой-то начинается, то ли что-то такое. Короче, с этого фантома тебе кинжалы прилетает. А с этого мужика в шляпе, короче, какой-то то ли квест начинается, то ли что-то такое. Я так и не понял. Но я его еще встречал потом, где-то вот в этом районе. Где-то вот в этом районе я его встречал. Он мне говорил про дракона, который вот здесь находится. Потом больше я этого мужика не видал. Ну, сбегай, собери там. Ничего в этом фантоме сложного нет.
Он просто быстрый и все. Но тебе помогает. Что? Интересненькая. Возможно, это побочка какая-то. Может, сюда, блин? Давай, ну. Блин. Там 5 косарей, неохота рисковать. Здесь-то наверняка какая-нибудь фигня будет. А выхожу я, получается, возле этого дерева внизу. Угу. Но если пойти в другую сторону, вот туда, куда они ходят, то теоретически я могу зайти вот за вот этих чуваков всех. Ну, этого я сейчас по стол сыграл, чтобы время поэкономить. С этим придется бодаться в любом случае. Глядишь, может как-нибудь с этих рыцарей сет какой упадет. Я смотрю, тут ребята проходят этот Elden Ring, у них там какие-то шмотки прикольные, а мне что-то вообще ничего не выпадало. Я не знаю. Тут, кстати, гораздо меньше шанс дропа каких-то вещей в целом, я смотрю. Как-то вот не густенько, да, довольно-таки. Не балуют. Что со шмотками, что с оружием. Я не знаю, может быть, на самом деле надо просто подождать элементарно. Игра должна раскрыться, как все говорят. Я думаю, что они правы. Можно вообще не париться и прямо сюда аркануть, прямо на собаку. У меня ж там внизу, по идее, душит. Все равно погрызли. Помочь плоти. Куколка на память. Андрей Тихонов. Все шмотки с мобов. Себе за АБС сет вывел. А у меня что-то вообще особо ничего не падает. Вот просто посмотреть, как бы. Ну, вот шапки. Ну, что это такое? Хотя я, в принципе, первичную локацию всю, везде, по-моему, побывал. Куча там, ну, в принципе, всех почти дополнительных этих, как его, боссов завалил. Основного босса завалил, дракона убил нахрен. А тут вообще что-то, ну вот это вот, шлем дали какой-то ссаный, но это вообще ни о чем. Вот за каракатицу мне это тоже упало. Ну что это такое? Таскать это что? Вообще как-то не густо, короче. Ну вот это вот одинаковые вещи. И то они все уступают просто моей броне. Хоть в одном, хоть в другом. Ну такое себе. Вообще как-то не густо, короче. Медальонов много падало. Это вот все с этих, как, в основном. Вот это за птицу, короче, за зародыша такого ночью появляется. А это, по-моему, за этого. Вот это за дракона, по-моему. Или за мужика на коне. Это вот в пещерах волка. Это я черепаху завалил. Тут мишку еще тоже большого поймал, убил. Как-то не густо, короче, со шмотками. Я не знаю, может быть потом они просто начнут наваливать, прям наваливать, только собирать. Где семируки?
короче, нет. Ну и значит неплохо то, что я это как его потратился немножко в ресурсах. Ну там кукри, кинжалы покидал, да и пес бы с ними. Все равно не пользуюсь. Ну, видишь как? Бармалея замочил это. Угу. Это будет у нас лифтом, да? По-моему, больше душ было. Слушай, а вот это похоже на босса уже. Кузнечный камень мрака. Ну, это на заточку пойдет. А, тут этот меч нужен двойной. Ну, как его? Блин, и хочется, и Коля здесь. Ну-ка, отметить его. Давай-ка мы меточку поставим. Антон. По-моему, у меня кинжалов-то таких нету. Блять, ты как метки составить? Вот. Короче говоря, мы отметим это как... Как что? Вот так, как подземелье, короче. Пусть будет. Так. Слушай, а есть, оказывается, у меня был этот мечевидный ключ. Блин, я не знаю, что-то как-то у меня дорог-то несколько. Ну, короче, туда-то точно не вариант. Вот там, где у нас мужики стоят. Там их слишком много. Их надо обходить по-любому. Здесь у нас мечевидный ключ. Тут были псины. Здесь лифт. Так, стой, это получается, значит, срезка должна быть. По логике вещей. Да? Да, это срезка. Так, ну окей. Раз срезка, значит будем ей пользоваться. Все равно пока улучшать нечего, надо 6 косарей теперь у меня один левел стоит. Поехали вниз. И еще один лифт должен работать, который прям по центру этой башни ходит. И таких лифтов несколько. Дверь не поможет. Впереди подъем. Ясно, понятно. Ну, давай, прежде чем к мужикам идти, давай-ка все-таки посмотрим, что вот это... Я никогда не был в этих мечевидных хреновинах. Тихо, тихо, тихо. Ну. Взял, повернулся. Я думал забэкстабить его. По идее, тут должно быть что-то прям вкусное. Каплевидный щит с гербовым ястребом. Посмотрим. Сколько он хорош. Ну, нет. Какой тоже недавно щит давали. Ну, остальное все как-то... Есть большой, но он тяжелый. Это и так с перекатами. Прям впритык, короче. Перекатики у меня работают. Железный точильный клинок. Не совсем помню для чего это, но что-то с кузницей. Мизерикорд. Пушка какая. Давай посмотрим. Мизерикорд. Кинжал, рубящий колющий. Но у него он критует хорошо. От силы, от ловкости, скалирования. Я просто его одену, но таскать не буду. Кинжал это клево, но не для, ну это для разбойника. Взял бит. Он быстрый, но урона минимальный.
Так, тут меняю. Да? И все, что ли? Все, для чего я мечевидный ключ потратил. И этого чувака вон там видит. Как говорится, этого пидора в Химках видал, деревянными членами торгует. Бля, я думал серьезно, как навешивают мне этих. Ну, что-нибудь дадут вкусного. Щит дали и кинжал. Надеюсь, другие локации будут поинтереснее. Потому что за них обещали прям чумовой лут. Так, давай мы съездим, пополним фляги, и мы сейчас пойдем. Получается, где рыцарь ходил со своим клоуном, только с другой стороны. По идее, я должен обойти всю эту пиздец. Можно, конечно, к ним на голову просто грохнулся в наглую. Как бы все. Но это будет, по-моему, варварский метод, да? Не работает. Попробовать туда выйти. В целом, что получится. Бля, это до там душ осталось. Ну, пролом, если только бежать. Не, по логике вещей я должен выйти прям за ними. Я вижу прям какой-то проход там. Все такое. Шли так. Я что-то упал. Вот какие-то, знаешь, грибы вот сыпятся. Все что угодно, кроме полезного какого-нибудь хорошего доспеха там, допустим. Как дали вот в начале игры этот как его щит. Нет, щит я другой поставил. Ну почти в самом начале, который дали. Меч, который в самом начале был, и модки, которые были в самом начале. Вот и все. Так, только не поворачивайся. Умница, дочка. Поактивнее его надо атаковать. Но бэкстеп тут, конечно, вообще не помешает. Прям абсолютно в дырочку. И все, получается, замок приблизительно понятен. Этого гаврика мы трогать не будем. Сейчас поднимемся наверх, попробуем с другой стороны эту всю толпу обойти. Вот здесь я выходил. О. Я мужик ходит. Прям это товарища заставляем. Я все думаю, где ступеньки-то? Давай, похилимся, можно даже встать. Надеюсь, он меня не заметил. По идее, он как рыцарь, у него должна быть очень маленький. Очень маленький обзор. Деловой такой, сложил, главное, меч множно. Вот увалите. Сначала попиздил меня, думал, напугал.
Так, там узковато будет с таким чуваком тут сражаться, конечно. Вот, давай туда. Вот туда. Побольше площадь нужно. Он может скинуть. Странно, он не попал пару раз. Как будто не дотянулся. Либо как будто атаку прервал, я не знаю. О. Вот, доспех, вот это конец. Ну, скорее всего, он у меня будет тяжел. Доспех рыцаря-изгнанника. Он лучше. Он тяжелее. Красивый! И все, и хана, короче. Ну ладно, давай пока так побегаем. Пока каких-то боссов с жесткими перекатами не предвидится, так что как бы нет. На красиво сделанную броню полюблю. К тому же дом защиты не победит. Слушай, ну это большая локация. Я прям вижу. Да ходы. Так, отсюда. Угу. Код NPC какой-то. Иди надо, может. Рад встрече. Приятно познакомиться. Меня зовут Роджер. Я чародей, как легко догадаться. Я ищу в этом замке кое-какую мелочь. Да не приходится удирать от охотников. Это место кишит охотниками на погасших. Они жертвуют нас своему господину, одержимому при приращении. В общем, если бы одно дельце, я бы сюда не ногой. Я здесь, чтобы победить Гордика. Ясно. Ты хочешь одолеть Гордика и забрать великую руну, я прав? Значит, они посещают тебя. Видение благодати. Что ж, наслаждайся, пока можешь. Я погасший, как и ты. Вот только в отличие от тебя, у меня давно не было этих видений. Однако я никогда не забуду, что чувствовал, когда впервые оказался между земье. Я знаю, насколько несколько магических боевых приемов. Хочется обучиться одному из них. Угу. Я вот не знаю, это типа можно будет оружие прислюнявить, и потом оно у меня так светиться будет. Или же это придется в магию. Ну, это как бы магическое. Можно использовать с мечами, колющим древковым оружием, кроме огромного оружия. Ряды блестящих камней. Магическое. То есть они будут наносить урон, если это как смазывать этим оружием. Можно использовать с мечами. Янский двуручник магическое. Наделяет оружие свойствами и навыками. Блин, ну это никак не проверить. Вот в чем проблема. Если бы знать, что ты покупаешь-то, то деньги потратишь и все. Можно использовать с малыми и средними мечами, молотами, топорами, древковым оружием, вращающимся оружием. Ну, пепел войны, это значит то, что, короче говоря, сейчас у меня там какие-то эти как заклинания, там, ну, одно какое-то стоит, типа он ногой топает, кричит, короче, атака увеличивается. А тут, видимо, при помощи очков магии, манны, у тебя
что-то происходит с оружием, насколько я понимаю. Хер его знает, надо не надо. Короче, ладно. Я думаю, можно использовать с мечами, кроме огромного оружия. То есть это мечи можно чарить, короче, да, этой штукой. Я предполагаю. Ну, короче, я возьму его самый дорогой. Нахрена это надо, я точно пока не понял. Прием, которым я тебя обучил, был придуман магами блестящих камней. Их думали в знаменитой академии Райли Лукари, чтобы находиться к северу от этого замка. Говорят, раньше эти чародеи подчинялись законам, противоречащим золотому порядку. Удивительно, правда? Ходит, когда-то золотой порядок не был столь жестким и допускал практики, которые его нарушали. Теперь же, когда золотой порядок сломлен, извращенный дышит на ладан, такая гибкость была бы очень кстати. Пузыри бог. Ладно. Костер найдет, подожди. Также я не могу поставить, да, пепел войны? Костер найдется, я попробую. Кого? Даже сейчас эта магия не работает. О, теперь работает. То есть в том помещении не работало, а в этом работает. Окей. Так, тут у нас чуваки лежали, да? Сейчас сюда пойдем. А, подожди. Отсюда-то я и пришел. Угу. Да, я думал, то, что можно будет обойти. Не припомню, что там можно было как-то. Ладно, давай попробуем выйти, короче. Слушай, а есть, короче, такая штука. Я же ее собрал. Магия. Есть же магия, которой можно воспользоваться, и она типа тебя скроет от этих... О, маскировка. То есть как в третьей ДСке у нас прутики, веточки какие-то белые были. Тут то же самое. Только по-другому значится. Ну, потому что больше никак. Я вот выходов не вижу. Короче, я попробую так на пролом пройти. И в сторону побежать. Лечит недуг, кровотечение, иммунитет. Повышает некие предметы. Получаем мастерун. Вот. Сливаемся с окружением. Сейчас мы этот гарнизон в виде ящика выйдем. Ну правда, куда с такой толпой-то биться? Ну это же бред вообще. И меня спалили, да? Замечательно. Нахер, давай сюда. Значит, туда как-то можно было выйти. Крысилки. Давай.
Да, чуть не отъехал, короче, от этой толпы. А, ну тут снова с двумя, ну, с этими, с мечами. Где стойкая сушеная печень. Понятно. Естественно, у меня его уже больше нет. Не так-то часто, кстати, их дают. Я думал, будет чаще. О, один прибежал. Копейщик хер. Сейчас я попробую постался, короче, прокрасться. Там есть этот, как его. По-моему, можно все-таки как-то было сюда пробраться, но очевидных решений я не увидел, поэтому да. Я ему по стелсу. Весь этот гарнизон вырежем. Херам собачьим. Вся шобла-ёбла сейчас придет сюда. Ну, примерно в коридоре они не менее будут опасны. Че это? Ты один? Это всех, кого он позвал, что ли? Походу он позвал, короче, но все забили хуй просто. Типа, чё? Он же дурачок местный. И они права не имеют оттуда отходить. Я их надавил чуть-чуть. Всё, хорошо. Вон там магия полетела какая-то в меня. Так, ныкаемся. Потому что их слишком много. В коридоре они более безопасны, о чем я и говорил. Стреляет. Он какой-то жирный еще сидит, чувак. С левой стороны. Ну вот, короче, вся их защита, да, почти расхерачена. Ощущение, то, что они укрывались не от меня, а от кого-то другого. Кто-то посерьезнее. Ну, не хотел напасть. Так, я могу потом наверх не подняться. Давай вот здесь все берем. Есть. Он еще. Пика. Типа такая уже есть. Магическая смазка. Ну, я так заметил, то, что смазок таких уже несколько. Какая-то огневая тоже. С молниями, по-моему, встречалась. Че какая-то. Так, тут у нас все, да? Игровой канал Саша Плаксин. Привет. Здорово. Здорово, Саша Плаксин. Блин, ну там жирный, не очень хочется к нему идти. Стопудово бешеный. Чего смотреть-то такого поблизости? Давай вон туда поднимемся наверх, там что-то мужик какой-то висит. И его можно собрать что-то.
Я еще думаю, что как-то можно было сюда вот выйти. Ну вот прям на эту площадь. Огненная стрела. Ну да, он, короче, там толстый с большой очень пушкой. Чревато. Чревато получением по заднице, хорошенько. Я там могу души все оставить. Интересно, а можно сесть за такой арбалет? Так, пушечку, бам-бам. Я в него пострелял. Как Робокопа, урод. Пока я его не интересую, я смотрю. mr.тостер. Он не жирный, он бодипозитивный. Такой широкой. Так, а тут вообще выход получается. Эй. Я его кольну чуть-чуть. Че бэкстеп-то на них не работает? Должен же. Все, всех раскирать. Правда, только 3 фляги всего осталось. Ну, тут 2 варианта. Либо придется бежать Бля. Нихера себе. Все, я понял. Я понял свою ошибку. Быканул необоснованно, сорян. Короче, там надо как-то вообще по-хитрому обходить походу. Предположительно поверху. Как-то вот так вот брым-брым-брым и туда, короче, спускаться. Я максимально просто хочу, пока перед толстяком, максимально хочу вытащить с этой локи все, что возможно. Потом уже идти к нему и пытаться что-то там доказать. А я думаю, есть что собрать. Деревянный большой щит. Давай посмотрим. Ну, мне кажется, он тоже. Написано, если деревянный, то пользу он принесет немного. Наверное. Он из больших щитов. И весит чуть-чуть побольше, но даже он физической магии огонь, короче, он просто уступает. Даже маленькому щиту. Понятно. До свидания. Всякую дичь дают, когда что-то нам. Или это только с боссов надо? Вот я сейчас попробую туда еще просочиться, вот в ту дверь. Идея, чтобы наверх, это надо вот по этим ступенькам. Насколько я понял эту локу. А, ну да, тут больше никак. Сейчас мы по стелсу, скрипя доспехами, проползем через жирничек. А, тут вообще какой-то мутант какой-то. Что такое? Тут кто-то активно прыгал еще. Ну, смотреть. Картина пророчества. Она мне должна о чем-то было сказать. Ну и что картина пророчества? Посраться и не жить, типа. Он у меня толстый смотрит. Стой. Кстати, я столько народу положил, почему мне фляги не добавляют? Блять, я взял еще одну, выпил случайно. Чуваков не призвать. Почему? Потому что я не в открытом мире. Да, ништяк. У него еще и псина. Так, ну дайте выйти отсюда.
Я не удивлен. Он, кстати, собаку свою сам зарубил. Но это прям со всеми фрагами надо к нему идти. Так-то он пробиваемый, но он крутится, вертится весь. Так. Птичка, ну ты чё? Ну вообще птица, блядь, порох говорит. Если на серу. Блять. Птица ебаная, 7 косарей просрал, блядь. Я там что, запнулся за ступеньку? Мне дальше было не подняться. Их я просто не видел. Вот ублюдки, а. Это пиздец как печально. Ну теперь похер, уже терять нечего. В очко себе кинет и хуйня. Они там сами друг друга перемочили. Так, нужно как-то добраться до вот этого гарнизона, короче. По-быстрому причем. Вариант. Сейчас я попробую где-нибудь так упасть, чтобы сильно не деформировать. А тут какая-то хреновина лежала. Укри, пойдет. Там где-то есть какое-то сочное окошко. Ага, блять. Птица? Ебучий пеликан. Ну ладно, я хотя бы до мага добрался. Бля, надо было магию поставить, кстати, пока возле костра тусил. Ладно. Так. Я думал, как-то аккуратненько можно добраться, но нет. Окей, окей, пошел я нахуй. Не вижу смысла тут опять все зачищать. Задолбал. Я по спидрану, короче. Я даже не ударился. Я их там подожду. Человека 4 примерно сбегается. Новой. Так, где остальные? Ползут. Причем даже не ко мне. Так, ну они с арбалетами. Ничего страшного. Пойдет. Дайте их двоих сейчас. Тут каждому этому мужику с пулеметом представлен лучник. Главное, чтобы жирный сейчас не психанул раньше времени. Причем этих надо только со спины обходить, иначе они стрелять начинают.
Ну, я так понимаю, под любым углом они в тебя попадут. Как ни крути. О, да неужели? Мне чуваков можно призвать. Так, чуваки пойдут на жирного. Это стопудово. Гадалки не ходи. Он уже изгнанник. Ну, я это собирал. Ничего нового тут не дают. Болты, но мне бы арбалет, кстати, как-нибудь купить, может быть и пригодится. Ну, типа, лук закончился, давай с арбалета шмалим. Как я заметил, то что много чего тут дается для этих, для магов. Прям. Пока только, по-моему, с магией в основном одни попадались торговцы. Ну, не особо много чего они предлагают. Мужики. Опять цель переключилась. А он меня чуть в спину не долбанул. Еле вывез. Слушай, ну тут в натуре не работает вот эта тема, то что ты зачищаешь, короче, одну площадку и тебе добавляют фляги. А походу надо вот именно находиться в этом. Находиться в открытом мире. Так, призываем. Смотрим, кто кого. А где собака? А вон там рядом с ним. Что стоим, мужики? Атакуйте, ёпта. Все, он что ли захерачил его? Блять, ну он меня зажал. Тихо, тихо, тихо. Ух, на одном хп вывез. Еле удрал. Так, хорошо. Да. Можно было бы, конечно, и без призыва обойтись. Но если есть возможность, чем не пользоваться. Это не запрещенная механика. А вон там как раз костюм. Сейчас туда пойдем. Здесь обнесу, там скорее всего слезка какая-то или что-то в этом роде. Ничего не было. Вот здесь я имею в виду, внизу. Хер знает, откуда он сейчас приедет. Ну тут сейчас самая в тему, конечно, было бы прокачаться. Давайте с другой стороны. Это по... Нет, это не Андрей ход. Тихонов. Открой карту и нажми «За». И чё? Я так понимаю, места призыва, что... А, ну да, ПВП и ПВЕ, да. Ой, блядь, ну в смысле... Какого? ПВП и те, кто на помощь, кого можно призвать, места. Ну да, тут я их открывал примерно. Так и что? Что это дает? Ну, посмотрел я эти места. Андрей Тихонов. По минус. Мэму можно призвать в этих кружках. Можно призвать вот в этих местах. Вот этот кружок тут сейчас будет. Вот, видишь вот эту хрень, статую?
А нет, подожди. Значит, призывать возле костров. Ну, типа вот этот круг. Это тут он находится. Рядом с ним ПВЕ. Ой, ПВП. Сейчас гляну, что это за лифт, куда он ведет. Нет, тут тоже не... Андрей Тихонов. Оставлю там сейчас с кодом пароль Ковдор. О, чашки. Я таких еще не разбивал. Быстрее! Блять. Взяли чашки, заебенили. Напомнишь там потом, что нужно юзать, чтобы призывать? Так, ну теперь надо вытаскивать 3 косаря дух. Андрей Тихонов. Я с 2 серпами. Че, уже все можно юзать? Что там, партия призыва или как она называется? Ага, ну это ПВЕ. ПВП. Красное это ПВП, это чтобы призывать. Вот я так и не понял. Вот это вот чтобы просто выгонять. Это чтобы призывать всех видеть, я так понимаю. А вот это вот, какой из них надо юзать? Дружеский знак в совместной игре. Ближайший активный игрок омуты призыва. Если вас призовут, вы будете перенесены к омуту в мире другого игрока. Так. Мне вот это надо, получается. Мне тоже в качестве. Нужно, чтобы я в качестве кого-то призвал. В качестве кого-то, точнее, призвал, чтобы у меня здесь игрок появился, а не я портовался. Что, Андрюх, что делать-то надо? Я пока душу соберу. Если меня чашки опять не отпиздят. Ебучий умывальник, а? Он крадется большой и толстый. Давай, иди. То я буду убивать по маленькому, по маленькой чашке раз в день. Наверное, сюда он не пролезет. Андрей не переключает на английский. Блять. Тебе надо выйти из игры, получается. У меня тоже такая херня была. Тебе надо выйти из игры и переключиться, а потом зайти заново. У меня тоже иногда бывает, что не переключает, а иногда переключает, все нормально. Это уже
Как игре угодно, короче. Кто-то чем-то стрельнул, что ли? Или? О, прилетел мочало, командир. О, сейчас мы этого Майдадыра тут запидорасим. Терпи. По-моему, на Дэнди в Мегамене такие черти вылетели. Как он достал-то? Все, разлетелся горшок сраный. Вторая тефтелька. Круто, чё. Да, они так взрывается угарно. Причем я одному из этих чашек таких помогал выбраться. Вот так вот и твори добро среди горшков. Да, успел. Интересный же горшок. Слушай, ну ништяк. Было 4 бомбы. Теперь можно 6 делать. Так они по 300 душ стоят. Заебись. Так, вот тут вот каракатица, надо разъебать. Это местные эти, как его, местные ящерки. Давай быстрее. Быстрее, сейчас исчезнет. Да. Пепел войны, буревестник. Бля, я случайно флягу сажу. Потом посмотрим, короче говоря. Надо будет потестить, что я купил не так давно. А потом посмотрим, что это за буревестник такой. И вообще, куда эта вся херня ведет. Здесь кого-то можно призывать. Возможно, будет босс. Вот, вот торчит. Вот тоже босс. Так. Я сначала на площадь туда сбегаю. Не все проверил, потом сюда обратно возвращаться буду. Отдохнуть. Чашки, короче, наши на месте теперь. Надо назад вернулся. Пройти немного вправо от жирного. Смотреть, что там есть. Главное, не пизнуть. Сколько раз улетал с этих лифтов. Постоянно лифта вверху или внизу, а ты забываешь дернуть рычаг. И все, и ты внизу. Андрей Тихонов. Оставлю босса. Я с 2 серпами в броне с бахромой. Босс, подожди, сейчас я туда подойду. Надо будет еще раз меня проконсультировать, так сказать. Что там тыкать надо? Птичку его добила, она меня заклепала. Ну, тут немного, я смотрю. Пробежаться-то тут. Посмотреть чисто. Богатые ребята тут.
Пускай быстро. Кузнечный камень. Я, кстати, забыл уже, как там, как это играть на двоих в подобную игру. Антонами только пользовался. Ну, сколько у нас онлайн-то уже не работает. Андрей Тихонов. Не помню, где кольца продаются, но меня и без них призывали. Если еще найдется. На днях, кстати, этот, как у Elden Ring, поставил рекорд в Стиме. Мало того, то, что у них очень охуительно успешный запуск был, да, они поставили рекорд в Стиме относительно вообще всей серии и так далее. Это там кляму игроков онлайн. Гордись собой. Ты был славным бойцом. Жаль только, что служил где-то господину. Да унесут тебя ветра на небеса. Где бабуля? Кузнечный камень. Так, кто это у нас тут? А я Нефили Лукс, воительница и погасшая, как и ты. Меня сюда послал мой отец. До чего же это превращение? Там повелителю не пристали подобные идеи. Там Голдрик, там бла-бла-бла. Если ты захочешь бросить Голдрику вызов, прошу, возьми меня с собой. Его одеяние скверняет ветра. Отец позволит мне сражаться вместе с тобой в этом бою. Я так понимаю, это, короче, тёлка как фантома можно призывать. Ну, понятно. Всё, я понял. Но тёлку, конечно же, я призывать не буду, я лучше Андрюху поищу. Кстати, вот у нас одно семечко тут, которое я мог пропустить. Да? О. 2 таких семечка, это плюс 1 этот какой. Плюс 1 фляга. У меня таких уже 7 фляг. Эстусовых. Так. Да, я уже сходил. Все вроде, да? Босс у нас внизу. Там мужики сидят. По-моему, это обход. Не совсем понятно, но давай нападать чуть. Кузнечные камушки пригодятся. Так. Бля, пацанов жалко нет. Я думал, он привязан. Андрей Тихонов. ПЗТЦ. Мне пивом залили клавиатуру. Погнал разбирать. Заебись. Че, призыв отменяете? Понимаю. Дело. Так, нет, тут от него ныкаться не получится. Первого я задею, а у меня сейчас завалит. Чего ты не встаешь-то? Я себя не вижу. Да, меня сейчас просто замочит тут. Бля, перекат его работает. А сейчас переобуваться уже поздно. Да, может, нет, он сюда пойдет. Нормально все. Насобирал паровозы себе. Блять.
Надо что-то снять, короче. Ну, у меня, кстати, я подох, у меня пацаны появились. Надо что-то снимать. Перекат не пашет. Ну да, броню и надо снимать. Она красивая, но не подходящая. Вот так вот. Все. Отработает. Вот там у нас босс. Так вот и. Ну точно. Надо сначала обойти душу забыть. Ну, тогда более чем ясно, как она тут, как тут все устроено. Так. Угу. Угу. И с другой стороны сейчас обойду, душу заберу. Три штуки-то не лично. Я косарь, считай, из-за этого, за большого накинуть. Хотя там, блин, босс будет скоро. Есть ли смысл? Я сейчас, скорее всего, по-любому пару раз-то просуну на этом боссе. Бля, мне еще дальше-то не могли. Нет. Да, блядь, заведись ты на эту херню. Я хотя бы душу забрал. С собакой воюешь, тебя это падла замочит. Причем я посмотрел, душу ровно было 3002. Сейчас почему-то 2 с чем-то там осталось. Ну, у меня душу забирают. Может, типа, это новый вид наказания от того, то, что ты умираешь? А непонятно. Лифтом? Нет. Было 3000 душ. Я собрал, было 2. Сейчас почему-то 1,5 даже. Что за хрень? Теперь модно на душу, что ли, опускать тебе? Да за хуй ты, блядь, себя укусил? Тренина. Давай, жирного ебанем. Заебал атаковать. Блять, мочит и мочит. Охуенно, пока пил, блять, он мне ёбнул. И чуваки то непонятно, то ли горят, то ли не горят на призыв. Так, 1500, 1579 было душ.
Сейчас посмотрим, сколько осталось. Мне интересно, почему их забирают. Это может быть глюк какой-то, я не знаю. Во всех играх было всегда так, то что ты просрал, там такое же количество душ лежит. То есть их и так-то достать довольно-таки непросто. mr.toaster. Вывод надо меньше пить. Я душу. Собаки. И они туда души загнали. Опять цель эта ебаная переключилась. Блять, ну и пизда, короче. Не вижу смысла туда возвращаться. Я тут все души просрал просто на этом жерде, и все. Он ёбнутый какой-то. Он часто атакует. К нему только привыкать, если. Так, давай босса смотрим. Это здорово, конечно. Опять в коридоре биться с этими уродами. Могучий дракон. Законный наследник. Даруй мне свою силу, родич. Вознеси меня на невиданную высоту. Чувака 6 пальцев. Понятно. Погасшая душа без рода и племени. Ебать, у нее рук-то немноговато. Возомнившая себя знать. На колени, я приказываю тебе. Я владыка всего золота мира. Раз, два, три, четыре, шесть. Ну, не там. Штук 10 у него рук, по-моему, да? Голдрик Старукий. Но у него не сотни рук, идите в жопу. Это наебка. Да, Elden Ring. Третий стрим уже по нему. mr.toaster. А ты думал, что будет позитивные люди адекватные, то ты зря так. Ну-ка, отвлекай. Нихуя атаки. Понятно. Все, пацаны разлетелись. На -1 точно. Все, отходи. Что в колобок там покатается. Вот. Неплохо. Я проходил этого босса, он не сложный. Да посмотрим. Щитом бы не закрылся, получил бы качал. Но у него есть лафа. Так, ну главное не жадничать, это точно. А посмотрим, что он еще во второй фазе вообще делает. Если тут третий какой-нибудь не будет, 15-й фаза. 2 жизни там. Долго встает.
Я не допил, у меня жизни забрали и хилку одновременно. О-о-о-о. Моя дочка. Ну, в углу чисто запинал. Это легкий босс. А куда там он нахер легкий? У меня не бывает легких боссов. Вот вторую фазу, да, погнал? Ну да, вот заставочка. Сейчас он дуреть начнет. Сейчас у него еще, блядь, 50 рук вырастет. Он себе руки оторвал, чтобы что? А сейчас с ними драться будет тоже, да? То есть по мне количество ударов увеличится. Ах, увеличаешь из драконов. Чё? Даруй мне свою силу. А куда он ему руки засунул? Ну башку оторвал. Заебался отрывать. То руки себе оторвет, то дракону голову. Ордер. Щас начнется. Ну вот, ты говоришь легкий босс. Сейчас будет мясо. О, прикольно, кстати, у него пуха. Что там у нас есть против огня? У меня одна фляга осталась. Так скажем. О. Блять, я в одну сторону, а в другую. Ну, я добил он меня. Понятно. На первой фазе, короче, нихер фляги вообще тратить. Ну, тут мужики, кстати, помогли. Призваны. Немножко они у него подсняли, правда, первый лег сразу же почти. Давай сейчас бегаем. Чего нет? Коняку будет. Кстати, надо поставить эту фигню, которую я там купил, что-то связано с какими-то этими молниями. Вот топать будет, что не отходим. Да, ни одной фляги я тут точно не потратил, блядь. Я у него замах 10 лет. Надо смотреть, как его мочить. Все, отходим. Да, блядь, я же отходил. Понятно, он вихрь это создает, к нему вообще нехуй делать. Ну как бы ни к чему. Наебись. Ну, короче, как Магрит, только это веселее. Ордер. Это один из 5 повелителей. Это один из повелителей, который идет нахуй, вот я сейчас скажу. У Магрида тоже там 508 конечностей было, прежде чем подобраться вот к этому замку. Тут, блядь, это опять такой же, короче, Магрид, только побольше. Такую же примерно хуету творит. Только у него этих ручек побольше прикрутили. Как оригинально, блядь. Делал.
Легкий босс это, наверное, для опытных игроков, вот это что могу сказать. Для меня я буду с ним неизвестно опять же сколько сидеть. Я колобочек. Я не успел его удрать. Давай, наверное, чуть подсыка. Пускай я чуть помудохаю. Форвер. Ну я его сейчас убью. Я с Магридом долго, блядь, я с Магридом долго посидел. Я на стриме его потратил где-то минут 30, по-моему, 40. Потом еще так приходил к нему пару раз, тоже ни хера, и потом как-то засел тоже, часа полтора тоже. Ну, в сложности я на Магрида где-то часа 2, наверное, потратил. Я с драконом меньше ковырялся. Где меч? Иногда оружие, блядь, просто так убирается. Ладно. Надо еще подумать, чем бы его выгоднее мочить. Может быть, такой мечте не подходит. Вовремя. Форвер. Маргариту я убил с 4. Что за Маргарит? Дракон, что ли? Блять, пидора все равно забивает. Нахуй. Вы не можете, говорит, создавать предметы, открывать карту во время боя. Так я их так почему-то. А нет, теперь создание работает. Че за хрень, вообще не понимаю. То, блядь, одно отключается, то другое подключается. Создание то работает, то не работает. Форвер. Ну это босс перед входом в этот замок. Магрит его зовут. Магрита? Ну нет, я не с 4-го. Далеко не с 4-го. Я с ним посидел еще прилично. Разрывающая костяная стрела. Слышь, можно стрелы делать самому, не обязательно типа искать их где-то. Ладно, пока это все равно не надо. Пока чисто так. Траем, товарищ. Угу. Когда-то на площадь лупит. Прямые удары. На дуге. Ну, на площадь, но я не успел удрать. Быстрее пей свою херню. Бля, уже 2 фляжки проебал. Все равно
достал, а ты, сука. Вроде в сторону кувыркался, но нет. Ёбок. О, он еще этой залупой кидает. Вот, прям в сторону надо. Как он меч закручивает, топорством сразу. Да и надо. Долго пил опять. Ну и хули такое с одной фляжкой делать. До второй фазы не дойдет. Ладно, хоть первый потравим. Бля. Ну и все, он полетел, короче, да? Мечом сношать. Давай, что, хотя пацанов позовем. Пусть тоже, хотя бы вреда нанесут ему хоть какого-то. О! Прям одним махом мне хуяк! И бошку снес. Крутой чувак. Забавно. Повоюем мы еще, походу, с ним. Причем долго-долго. Возможно, даже придется подкачаться. Бля, почему так всегда, а? Проходишь первую фазу с первого раза. Постоянно. Настираешь на второй. И потом ты не доходишь до второй фазы. Я не понимаю, босс что ли жестче становится или как? Где у меня щит, блядь, только что был? Почему это говно, блядь, отключается и не врубает? У него рук больше. Это понятно, что у него рук больше. У него еще, блядь, заклинания всякие, топоты и так далее. Почему у меня периодически вырубаются эти? Я shift даже не нажимаю. У меня периодически отключаются эти, блядь, оружие. Теперь щит появился. До этого меча не было. Какая-то хуйня, короче. Ну, я не знаю. Я думаю, что это с оптимизацией геморроя. Так, пепел войны. От ловкости скалируется, да? Это магия его. Да, заебись, у меня урон вообще упал. Тостер. Игра болеет. Да. Магический урон, по-моему, не очень вообще. Допустим, как это работает. Я могу такую же пижню, как и он, делать. Ебаной. Ну хуйня. Не, атака ни о чем. Пепел войны. Вот максимально. 23 плюс 51, это если я заюзаю боевой клич. 123, 127, 135. Ну вот, 135, по-моему. Это максимально, что можно выжить. Тут вообще просто все просаживается сразу же. То есть ты в магии там чуть-чуть что-то делаешь, хуйня всё.
общем, я 2500, по-моему, зря потратил, это раз. По мечам, ну, не знаю. Пришел он, в принципе, сейчас тоже быстрое оружие такое. Медленным его мочить, но я не знаю. Где алебарда с рыцарем? Вот здесь должна находиться. Я с рыцаря, который в самом начале на коне там скачет. Я вывел Андрей алебарду. Тихонов. Я на генерале застрял. Просто ваншотает. Хазе хоть в ХП вкачивайся. Я не знаю, что за генерал. У меня алебарду забрали. Вот тут должна лежать будет. А вот он. Может быть, не показывается оружие, то которое я таскать не умею. Можно, да? Давай, пацанов сюда. Вот пожадничать. 2 раза он дает также ударить. Ну, в принципе, по-моему, как и все боссы. 2 раза тебе разрешаю бить, как обычно. Андрей Тихонов. У них пепел не встать. Только один. Раз, два, все, и валим. Так босс не успевает тебе ничего сделать. Ну ты же жаднич. Не знаешь его паттернич. Вот и всасываешь. Колобок, я тебя съем. Ну куда разогнался? Ладно, у меня и тут достал. Блин. Чё ты не пьешь-то ничего? Блять, зато сейчас 3 фляги въебал. Ты серьезно? Или 2 даже? 2, по-моему. А кто в него там постреливается? Пустой стреляет. Ну да. Два удара он наносит этой хуйней. Почему? Я думал, пацаны горели. Да, они уже все. Мартышнюшка свою отработала. Эх. Я думаю, надо пацанов как-то на занавес вызывать. Чтобы прибивать хоть кого-нибудь. Кто прочь. Хули, я тоже так могу. Зануку эту твою крутить. Только умираю быстрее. Вот, а ты думаешь, что-то он меня не добивает. На сладкое, наверное, оставил. Кусочек мне. У них пушка, в них пепел не вставить. А, в уникальную пушку? Нет, только мой навык. Ну, там такая себе пушка, до нее еще укачаться надо. Пизду этот. Алебарду эту от рыцаря. Херня, короче. На медленно еще, короче.
Тут прям завязка не то, чтобы призывать хоть кого-то в помощь. Но тут прям завязка не то, чтобы призывать хоть кого-то в помощь. Я так понимаю, это опечатка. Ну да, есть возможность кого-то в помощь призывать. Но они, видишь, они ложатся. Ну что они там сделают 2-3 удара? И даже фантомами ты не назовешь. Так чисто пушечное мясо. Причем надо учитывать то, что от этого пушечного мяса босс-то дичать тоже может. Ну, они агрят на себя, да, какой-то момент. Так как у вас двое, допустим, ну или трое, то может, блять, я застрял. То может тоже игрой учитываться. Да, опечатка это один. Хочет еще. Нихуя он ёбнул. Я не понимаю эту тогда площадь его размаса. Ну, как он ебашит. Вот если бы коцики по чуть-чуть бы косали его, стоял бы, знаешь, какой-нибудь. И регулярно бы ему сносил, не привлекая внимания. А ёб твою мать. Где это доходиться-то должен? Ну, чтобы он вообще меня типа не задевал. Причем расстояние-то приличное. Да, и один хуй он попадет. Причем он замахивается, ты поворачиваешься в одну сторону, он с замахом несется в тебя, и как бы ты ни крутился, он все равно будет на тебя настроен. Это если только в его сторону, наверное, Андрей крутиться. Тихон, Либо назад. это тебе не петуха пиздеть. Петуха я в основном не пиздил, я его с лука застрелил нахрен. Как белку, блядь, я его в глаз ему ёбнул, да и все. Да, они, в принципе-то все одинаковые, эти боссы. Подходишь, 2 удара, подходишь, 2 удара. Вот все. Просто надо знать, когда подходить. 2 удара, ну, тут 3. С этим у меня проблемы. Отсюда и у меня босс тяжеловатый. Каждый. Вот. Точно попал сейчас, блядь. Прям по краешку стоял. 2. Он попадает. Надо назад кувыркаться. Я так понял. Опять жадничь. О, добил. Пулями своими добил. Круто, чё? Да, наверное, перекур, да? Сейчас подойду.
умирать. Игра снова повисла. Подождем, сейчас ее отпустит. Когда уже патчи не выпустят, задолбали. Игра вышла 3 дня назад, патча первого дня до сих пор нет. Ну, наконец-то разглючил. Ну-ка, давай. Смотрим, как этот викинг сражается. Да и пацанов до кучи, чё уж терять. Отойти не дали. Ну, он тут всем накидывает. И меня заодно. Короче, такое себе потом. Ну так, для отвлечения внимания. Ай, блядь, ломанулся. Ты хилишься, чтобы он снова дал тебе пизды? Все подохли. Все нормально. Ну, чуть больше снесли. Щит вообще тут не помогает. Блять, заебись. Ему даже подойти не успел, он мне тоже наебашил. mr.host. Посмотрел кратенько на встит. Зря я это сделал, папа горит. И новости. Что ты там зря сделал?
MR.Cast. Ёбаный колобок, а? А, что в мире творится? Без комментариев, что там творится. Я знаю, что там пиздец. Тут вон что творится, колобок, блядь, в ваншоте там. Даже с толпой. Надо четенько знать время, когда бы подойти можно ему и ёбнуть. Блять, а. Всем нахуярит. Как, блять, он достает-то, я не понимаю. Пиздец, у него атаки, конечно, размашистые. Вторая фаза. Ну-ка, на второй фазе можно? Нет, мужиков нельзя забивать. Да, у него еще больше площадь становится на подачу. Ну, пизда ваншот, да? Да отпускай ты меня. Блять, и жжет меня. Все, воительница, пиздец пришел. Колобок демона поймал. Вот. Ну, был смысл прям под руку ему кувыркаться. В первой фазе неплохо мы его запинали просто. Он аж во вторую перешел. Что пишут? Осторожно, чудовище. Прыгнуть не поможет. Ну да, там-то поможет. MR.Cast. Блин, ее бы похилить. Да, ёлка мать, ты подходишь, чтобы опять его, блядь. Он что-то обязательно кастует. Если не кастует, то лупит вокруг себя. Доебался своими бурями.
Все, валим. Ну, так, пока удары все свои нанесет, которые я ему уже типа как прописал, можно сказать. Это пизда. О, оглушение. Буревестник начал пользовать. Так, ну все, я пропускаю эту херню. Все, валим. Колобок дичает. Ну, быстрее. Лежит? Вроде как. Он всем пизды раздал, короче. Я думал, его затыкать можно, чтобы он того самого вырубился. Слушай, ну солдат Голдрика прожил, вот я чуть-чуть вот не дожил, вот чуть-чуть. Надо чуть-чуть поаккуратнее действовать, и мы его заебеним все. Баба тоже неплохо помогает. Форвер. Босс изи чекай. Чекаю. Не успел. Да, блядь, ну. Вечно на эту хуйню напарывался. Поебан. Постоянно налетаю на эти вихри сраные, которые он творит. Сука, не на одно, так на другой я вырываю. Да какого нахуй духа? Андрей Тихонов. А ты какой был то? Блять, да чего это по-мудацки все захуячено, а? Пока переключишься. Ну, тут на геймпаде удобнее играть. Чего я какой-то был? Не понял вопрос. Загрызли его как демона. Он для него муравьи на самом деле. Блять.
Серьезно? Че он такой ёбнутый достал? Либо я пытаюсь ему больше напихать, чем Андрей нужно. Тихонов. Т9 сук. Ты ЛВЛ какой? 32-й. Что-то там у меня... Сейчас. Силы, по-моему, у меня 20. Нет. Открывается, закрывается, ёб твою мать. Жизненная 20, стойкость 15, сила 27. Остальное не качал. Ловкости одна. Один левел себе поставил, чтобы луком пользоваться. Всё. Больше ничего не понимаю. 32. Немного жизни себе поднял, и потом все остальное вливал основного в этот. Вливал в силу. Вообще логичнее, надо было бы, конечно, еще и в стойкость забахать, чтобы мотки потяжелее таскать. Логичнее, конечно, бы по фарме. Форвард. Ты попадал в сумку телефон в магический город. И да. Колобок ёбнутый, а. Сука, он белый здесь достает. А, я пытаюсь ему слишком много. Да, попадал в сундук, телепорт, магический город. Попадал, там люди навешивают. Просто с каждым мобом там ковыряться. Ну, я одного моба убил, остальные меня забивают просто. Поэтому я пробегаю до ближайшего костра просто, чтобы не захуярили. У меня ни шмоток нету, нихуя, у меня оружие дефолтно. О чем тут говорить? То, что дают, херня какая-то. Бля, наверное, пизда это не призвалась, да? А нет, появилась. Причем сколько этих, как он, сколько боссов не перехерачил, ни оружия не давали, ничего. А какую-то магию там, плешивую, пепел войны. Да, блядь. Надо с пацанов было переключаться обратно на фляги. Но вот это вот ебаное... Ну, поэтому на клаве неудобно, короче, вот с этой вот херней. У тебя крестовины под боком нету. И тебе надо отпустить мышку, дотянуться до стрелочек и переключить этот. Мега неудобно. Вообще все нормально, пацаны стоят. Форвард. Там есть дракон, который просто лежит на земле примерно с 5000 тип. 1000 кп и за него дают 8000. Узнать бы, где он находится. Я думаю, надо, блин, как-нибудь посидеть и пофармить. Только не знаю, как где. Столько душ уже просрал, мог бы давно уже себе несколько левелов поднять. Тем более, как рыцарь, это определенно надо. Это сучка была. Не могу только сказать, что Я попробую загуглить это место.
нокауту. О! Чуть-чуть ему, да? Пиздячек. О, еще. Я бы ему еще, конечно, переебал, его оглушили второй раз. Давай. Текаем. Че не похилился? Валить или захуярить? Все подобно. Ну, чё так долго-то отходит от него? Что с тобой делать с одним хп? Бля, я не понимаю эту площадь. То это задержки, то постоянное ебение. Ну и все. Да, максимально ебанутый колобок. Так, все равно достал. Ты смотри, какая гнида. Чирк только, блять. И все. И хана. Четвертушечка остается. Да, интересно, ее спидранить уже начнут. Я посмотрел, как люди над этой игрой издеваются. Блин, направленно ебашит и ебашит. Так. Приятно. Это пиздец. Ну слушай, он не добил, мне тупо повезло. Ляга просто нахер улетела сразу. Ебать, вот как от него уйти-то, блядь, от этого всего? Хуярит топором вообще в разные стороны. С большим вообще рейнджем. Дичь какая-то. Андрей Тихонов. До дракона как до... Ну вот. Такие суммы мне и не снилось сейчас как-то сфармить и так далее. Получить на изи. Не, это так вот. Шароебец по локациям, которые открыты. Мочите обычных каких-нибудь мобов несложных. Тогда я, может быть, что-то и нафармлю. Все равно достал, блядь, да?
МР.рус. Пока на спидранке ни одного рана нет. Правда. Наверное, потому что игра большая. Вот опять с флягами не надо. Давайте, врубайте вы его. Я всем раздам. Ты мне заодно. Блять, пока он в отключке, давай. Ну, где добивка-то? МР.тост. Но как я вижу, сестры бегают в нее. Да, кто любит лайки, тот в нее и лобает, это понятное дело. Попозже. Найдут стратки там, скипы какие-то. Прям в огонь. Отлично вообще, блядь. Это просто охуенно. Главное, хуярит он на... А, нет. Привет. Он телку схватил. Чай пизда. И меня добил. Да, блядь, серьезно? Ебанутый шкет вообще. Изи, говорит босс. Да? Кому-ка. А третий ТДС, коля, с горем пополам пошел. Тут-то хиды так, еще больше, наверное, игроков не жалеет. По крайней мере, я смотрю, тут очень большой упор на магию идет. Прям вообще большой. МР.тост. Нури старшина Кенги бегал, я это один по Dark Souls, другой по Bloodborne раненый, но бегаю именно. Нихуя не слышал, что ты сказал, сейчас перечитаю. Мужик все орет, взрывается. Да ёбаный. Столстон и Хэнди бегает ее, это один по Dark Souls, другой по Bloodborne раннеры, но бегают именно Ринг. Ну, понятное дело, то, что она ж только вышла, что они, блядь, наверное, уже им этот Bloodborne и Dark Souls эти уже вот тут вот сидят, все части, все предыдущих 6, нахуй. Вот. А тут новая от Хидетаки вышла, блядь, дрочилка. Про унижение. Естественно, они ее будут бегать. Пока просто ее проходят, присматриваются. Так сказать, получают первый кайф от игры, от покупки, так сказать. Только с 3 фантомами, блядь, он пизды наваливает. Че как? Че, на минуточку, это чуть ли не самый первый босс. Ну, по факту, большой. Я не знаю. Я начинаю склоняться к тому, что надо фармить и менять оружие. Ну и всякие эти причиндалы. Только где их взять, я хер знаю.
Ёб твою медь, нахуй. Ты ему прожимаешь хеликс, он вообще не реагирует, нахуй. Это какой-то пиздос. Я думаю, это изи босс, когда ты играть умеешь. Ну, либо когда кого-то призывают. Еще пару раз его попробую. Можно так просто побегать по шароевец. Только и делаешь, что от него катающий хились на ровном месте. А, блять, ебучие мечики, рабы нахуй. Почти 700 ему урона нахерачили просто. Полную жопу огурцов. На. У нас осталось-то 1,5 бригады. Когда-то он заряжен, этот удар очень долго делает. Когда-то, блядь, быстро, я не врубаю. Как это работает? Ну, как обычно. Лишь жопу это работает. Прям телку замочит. А потом саппорт, по-моему. Тихо, тихо. Долго учился. Ну, блять. Сука, да как более... Я не понимаю, как еще сильнее, блядь, без остановки перекатываться просто. Он тебя все равно заебашивает, а тебе назад не отойти. Да, вот я смотрю, то что... Ну, в принципе, был вариант назад скидывать. Ай. Ну там этот какой помощник-то жил еще. Причем они даже тоже не вкачаны, их еще прокачивать надо. Ну типа жир на них наращивать и все. Ёбаный урод. Постоянно какую-то хуйню кастует. Просто посмотреть на него, как он действует. Он если не лупит всеми руками, постоянно дамажит какой-то херней.
113 он наносит. 74, ну... Это двуручный. Бля, может этот вкачать? Армейский меч. Топор. Его тоже можно попробовать прокачать. Давай, наверное, протанемся. Попробуем топор махнуть. В принципе, всего хватает. Ну, типа, бабки есть на прокачку. Давак какой-то пососный, я не знаю. Просто я его пищу, блядь, я его вообще... Андрей Тихонов. Кстати, на другую сторону можно, не убивая этого босса, пройти. Нет, я его собираюсь убить. Ну, смысл? На другой стороне тусить, если... Просто посмотреть, что там есть. Усилить. Вот либо это усилить, что уже в принципе плюс 1 дает физической больше урона, чем обычный. Можно топор попробовать бафа. Ну, не бафа, да, ну, повыше. Прокачать. Что тут ДД, что тут. Тут С скалирование. Чуть-чуть получше, но этот чисто двуручки. Сабля тоже, в принципе, неплохая, но чуть меньше урона. Это топор, наверное, попробуем. 130 у нас будет, а тут 121. Андрей Тихонов. Пробежаться в другое место, подкачаться. Кузнечный камень плюс 1. Ну, мне чисто кузнечный камень надо. Пробежаться в другое место и подкачаться — это фактически забегать и пофармить. Сейчас я уже не буду этим заниматься. Так, плюс 25, но это ничего не добавляет. Меня всех. Чуть побольше урона. А, тут драться нельзя. Нельзя посмотреть, как он. На прокачке я все-таки буду вне стрима заниматься. Смысл смотреть на то, что зацикленно бегаешь с одной точки в другую. Ну, либо тут просто по прямой бежишь и всех. И... Можно так. Метка открытый. Сейчас мы посидим, спокойненько потравим этого мужика. Если бы знать, где еще мини-боссы находятся, я бы туда слетал. Ну, их бы потренил. Так, ну вроде у меня урон посильнее, чуть-чуть должен стать. Ну так, чтобы очень... Пидорас, блядь, ёбаный. Доспехов бы каких-нибудь. Ну и, собственно, возможность их носить.
Тупо, чтобы он тебя, блядь, с 2 ударов не убивал. Да сука ты ёбаная, ты, блядь, просто подходишь, чтобы он... Как щенков просто раскидывает нахуй. Вообще игра подвисает. Так, если я не ошибаюсь, мне стаминки, по-моему, не хватило, да? О, воительницу запиздючил. Ну да. Кириллса же она не догадывается. Короче, надо не забывать про щит, насколько я им пользуюсь. Ёб твою мать. Серьезно, ну пей ты херанется. Взял, заграбал меня. Ну и слово. Что там, чувак помер, да? Сейчас я посмотрю еще, какие медальончики можно надеть. Один у меня на выносливость там стоит. По-моему, что-то с топорами было связано. Когда... Ну, щит помогает, кстати. Не шибко, но что-то есть. Так, 4,5, а это 3,5. Ну да, на килограмм, но как вариант еще я могу что? Наверное. Перевод. Так, снаряжение. Это у нас при низком здоровье. Мощные атаки. Перевод атаки, снижающий выносливость при блоке.
Я вот это попробую. Помощнее бы броню, в которой я бегал. Без плаща одеть бы. Было бы прикольно. Мне пока не хватает. Ну, в принципе, пользуясь щитом, если хорошенько. Ну, можно что-то придумать. Ну, нормально, мне повезло от этого удара уйти. Он стамину как бы выбил, но... Пока. А второй раз бабенца его глушило. Так, пропускаем. Да, блядь, что тут все пооткрывалось? Что творит, а? Ну и все. И хана. Я вот сейчас попробую, короче, на этом фантома производить в самом начале, а потом пацанов на второй фазе. Попробуем так разделиться.
Вот с медузой на спине бегает. Блять, застрял в этой хуйне долго. Он почти бабу захерачил. Я не знаю, я там то ли, блядь, воткнулся во что-то. Чего у меня персонаж не двигался? Ну, попробуй. Не подох, блядь, ну я подох. Когда-то он делает это с одной промежутком времени, с одним, а когда-то он это быстро тупает. Вся земля охуячится. Ты получаешь урон. Так, этот талисман не очень помогает. Все это атаки, снижающие выносливость при блоке. Дай попробуем. Не знаю, какой из медальонов поможет, конечно. Он его оглушил, да? Я не успел. Вторая фаза.
Так, стой. Ага, почему-то я не могу пацанов призывать. Что за хрень, я не знаю. Да, пацаны уже не работают. Ага. Когда он эту херню... Ах ты пидор, блядь. Не знал, то, что когда он эту херню кастует, к нему вообще, типа, ему урон нельзя наносить, и он тебя этим огнем вообще ваншотит, короче. То есть он держит тебя в руке, прижимает к земле и начинает поливать туда же огнем. Это тебя не ваншотит. Но тебя ваншотит то, если ты оказался рядом. Это, блядь. Так, ну раз пацанов во второй фазе нельзя, давай тогда в первой. Что делать? Или отбрехался от нее. А пацаны уже того. Пацаны уже выходят. Давай ты во вторую фазу уже ползи, мудила. Прорец. Тихо, 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 тихо. Лечиться надо. Все, валим. Двинутый, конечно, удар. Бог, ты угомонись. Угомонись. Все, телка легла. Сейчас я рядом. Да, блять. Отстает 10 тысяч лет просто с этой подачи. Ему осталось-то, блин, я не знаю, ну ударов 5 от силы. 5, может быть, 7 там, я не знаю. Вот четеньких и вовремя сделанных. А, блядь, как пляжек тогда не хватает порой. Удачи. Спасибо. Так, ну что делать? Правда, почему? Если пацанов не дают в начале, давай тогда их призывать. Я флягу лишнее использую.
Все равно тай херово. Лягу лишнего долбанул и попался сразу. Так, вставляем широкую на широкую. Как этим лечением пользоваться, я таки не понял. Почему он не работает? Это срочное лечение. Так. И парим еще. До кучи. На последнюю ману арнул. Да ну это быстро проходит. Что пацан один отлетел у меня. О, ну-ка, давай казним. Вот так. На тыщенку ему прилетело пиздюлей. А, ну, котик ничего не боится он. О, сейчас бы добраться бы до него. Так, у нас второй чувак отлетел. Ну, воительницы есть еще хп много. Так, все, валим, быстрее. Че он ляжет? Давай, мочить твою. Одновременно сдохли, нет? Бля. У него ничего не осталось, и у меня, но у меня осталось ничего больше, блядь, чем у него. Вот уроды. Были предпосылки завалить эту мразь. Сейчас, наверное, такой удачный момент не скоро, да, получится? Так, я еще парну. Ну, вот я ее вижу, хп, но не высвечивается на экране. Кто-нибудь подойдет его казнить?
Окей. Эх, сколько раз я это уже видел. Сука. Прям через щит было. Клянусь, хуйнёй, блядь. Мудацкий чувак. Ну, уже лучше получается. Надо только это до ума, так сказать, полирнуть. Довести. В принципе, топор. Ну, так, нормально. Чуть посильнее лупит. Что-то я вот не вижу воительницы. Вот, наконец-то прискакала. Стояла там, жалась в пороге. В принципе, она мне нужнее, конечно, во второй. Я сейчас упаду. Херня. Дайте деда казнить. Ну дайте деда казнить. Вот дайте деда казнить. Не дают подойти к нему. Жадные мобы. Взял, сучка, заграбил сразу. Так, тетка, не подходи. Короче, от грамма практически нереально уйти, походу.
заебись. Нет, это херовая покупка. Ну да. Чуть-чуть бы подкачаться, вот вообще слегаться. Типа чуть-чуть повыше силы, там чуть-чуть посильнее броню. Ну, и стамины бы немножко. Короче, всего понемножку, и он на изи будет проходить. Даже, в принципе, ну, воительницу можно призвать, чтобы он с ней там носился, вошкался. Пацанов можно, типа, даже не звать. Ну, либо пацанов, но без воителя. Ну, так же, короче, как у меня с Магритом получилось. Поначалу же он вообще никак не шел. Потом ничего, подкачался. Пизды отхватывает. Лёта. Я, правда, я запутался. Камушек. Так, первый голдрик улетел. Дайте казнить его. До свидания, Дида. Дайте еще казнить эту парня. Ладно. И так сойдет. Ну, заграбил-то он, естественно, на меня. Мы с солдатом на двоих. Надо вообще перед ним не тереться. А у меня получается так, что я всегда ему на живот ему смотрю. На грабу попадаюсь. Вот это вот. Это минус. 2 раза попался на грабу, вот считайте, 2 фляжки минус. Ну чё-то.
Деду хорошенько от топора, я смотрю, прилетает. Когда он его на жопу сажает. Дай-ка я им еще пиндальну. Ладно, вторая фаза. Ну, всех покосил нахрен, ты чё, дурак? Чуть не заграбил меня. Ой, блядь, ну быстрее, 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 быстрее. Я ему сейчас очень неплохо. Секунду какую-то просрал. И все сдохли почти. Вот ты твою мать. Жесткий дед. Еще попробую 20 минут. Если не получится, я просто подкачаюсь, и мы его обязательно завтра допинаем. Буквально несколько левелов мне поднять. Можно было что-то носить поприличнее. А не дефолтную броню мать. Да, его пиндальну. Тихо, где-то атакует. Так, у меня тягу, по-моему, засчитали, да, использованную. Тихо, отойти надо. Дед, пока не суетись. Чё второй не атакует, солдат? Стоит там, что-то себе постреливает. Блять, отпустил. Пиздец. 5 без фляжек остался. А фантома не заграбать, урод. Блин, зато меня заграбать отлично. Все, мы вдвоем. Да, фигня. Херня. Вот остается-то ему чуть-чуть. Блин, а был один вот трай, о чем я и говорю, то что был один трай, короче, где к вариантам можно было хорошенько, но мы одновременно бы сдохли.
Но у него оказалось здоровье просто на +1, я не знаю, 1 хп больше, что ли. Так, давай-ка, стой. Черепашка, это хорошо? Вот так поставим. Есть же у него там приколы такие с огоньком. Подождем. Ну. Кучка. Дай-ка я деду пиндальну. О. Чтоб сразу во вторую нахуй фазу улетел. Вторая фаза. Не вовремя. Серьезно, блядь. То есть ты получаешь один урон, пока он кастует, тут же второй и третий тебе прилетает, пока ты падаешь. Заебись, я даже щит не успел поднять. То есть вот эта вот секундная анимация, блядь, не сработала просто. Какая в пизду тут справедливость, чё мне? Это же нахуй Dark Souls. Вечно пизды получаешь просто так. Вот, давненько, кстати, вот эти вот заклинания сам не делал. Вот, ребята, что не уходите? Да я еду пиндалёк. Пизда, надо хилиться. Я там истошно кричал, пытается наносить Илья урон. просто. Привет. Здорово, Илюх. Ох, надо же, он меня не задамажил. Так, ну все, он бабу заграбил, тут ничего не сделаешь. Тут только валить, сожалеть.
бабу. Ну ты дурной. Ай-яй-яй-яй. Ну хоть не ваншот, спасибо. Это не дают обойти даже его. Опять заграбал телку. Это последний раз, сейчас он ее завалит. А потом рыцарь... А, он рыцарем просто так хана пришла. А, даже телка живая еще. Че это с ним? А, ну вот, он ее и убил. Всех, короче, фантомов, ну и пиздец, он меня сейчас добьет. Вот он и пригорок от него свалил, по шустрику. Мне бы не награб. Хотя бы. Ай-яй-яй, я... То ли я в ноге его застрял, то ли что-то такое, но мне почему-то вправо он не заходил. Походу я в колено ему уперся и пытался его обходить. Ну, естественно, он мне огнем дожег, да и все. Сколько я с этим дедом-то уже сижу? Час почти. Не почти, а час. Надо ли слегонца подкачаться? Твою мать. Не, ну слушай. Как бы досталось всем. Ну, по-моему, только не мне. Кому как муравьи на него налетают. Да. Не обойдется, он вечно на тебя смотрит. Сука, а? Просто на секунду щит опускаешься, пизда. Он обязательно попадет. Если он не треснет тебя топором, то обязательно треснет этой херней своей магией. Ихри там, да что угодно. Плюс пол сломает. Слишком много магического говна у этого ублюдка. Последние пару раз попробую. Хорош. Точно, он уже второй раз шел. Ебать, кстати, ну, в смысле? Смотрю, вот по полторы штуки ему заливаем вообще. Дайте треснуть. Хотел деду фаталити забацать.
Бля, ну кто по руке ему долбанул? Мы тут, кстати, троем живем. Опять. Удивительно. Бля. Все, да? -1. Оп, пока он хотел, видимо, кого-то заграбать. О, да, дай я ему долбану. Нет. Видимо, это не работает. Давай, он сейчас ляжет. Вот сейчас будет видно отъехать. Есть. Ух. Я, говорит, владыка всего золотого, и однажды мы вместе вернемся. С драконом, что ли? В наш дом, омываемый золотыми лучами. Ага. Понял, принял. Великая руна Голдрика. Воспоминание о Старуком. Короче, Старукий получил по щам. Это окей. Великие руны, которые вы получили, одолев хозяев осколков, утратили благодатную силу. Однако их силу можно восстановить в священных башнях Междуземья. Чтобы узнать, какую башню нужно посетить, прочитайте описание руны. Так, у тебя типа есть руна, она как ключ для какой-то башни. Воспоминания о Старуком — это, видимо, его душа, в которой можно что-то получить. Ну, взять ту же самую третью часть. Что-то интересное можно души извлечь где-то, вот только где, я не знаю. Ну, топор, короче, себя неплохо показал. Штука прикольная. Рубить им можно. Голдриков всяких. Старуки. Мать. Сейчас спроси. Потому что там, естественно, никаких. Я тут осмотрю, что есть. Но все равно это не отменяет того, что надо сегодня будет вне стрима побегать и покачать левел. Просто чтобы хотя бы это как-то паром почаще махать. И шмотки другие одеть, которых немного, но тем не менее у меня хотя бы есть нагрудник. Повысить уровень. За Голдрика дали 15 штук, кстати. Стойкость. Да. Мы и выносливость одновременно поднимаем, и вес снаряжения. Да. Вот на 2 я его качу. Уже лучше. Все. Ок. Сейчас мы попробуем в инвентаре сразу же поменять. Потом-то по-любому дадут и много брони, хоть на выбор там, хоть утыкайся этой броней. Все равно, походу, да, перевесу. Чалька. У меня больше перевес, по-моему. Среднее снаряжение. А нет, слушай, мне только на топора не хватает. Ты не повелитель, а жалко нечто, трус до мозга костей. Чувак стоит, его топчет. Так, мною помыкать после стольких превращений. Чего ты этим добился? Где же теперь твоя спесь, а? Голдрик? Тьфу, мерзкий слизняка. О, здравствуй. Этот слизняк Голдрик всегда смотрел на меня свысока. Благодаря тебе он получил по заслугам. Правда говорят, что посеешь, что и пожнешь.
Душа его была уродлива, лицо еще безобразнее, а гибель ужаснее всего. А это он башку его топтал. Полагаю, теперь я свободен. Я могу делать все, что захочется. Разве нет, дружище? Да. Выходи из диалога. Ну, что могу сказать по этому Голдрику? Крови попил он, конечно. Он сложный. Потому что кастует всякую дичь постоянно. Как к нему не подойдешь, он вечно что-то делает. А я думал, построил какой-то. А, тут драться нельзя, кстати. Это получается какое-то священное место. Где тайная тропа? Да ладно, когда там тайная тропа? Тут драться нельзя. Врут они насчет тут тайных троп. Ни одной не видел. Значит, их не существует. Ладно, ребята, будем на этом стрим заканчивать. Спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Лайки, комменты, как хотите. Всем удачи.